забавные шутки, умение при необходимости подхватить бразды правления, забота о семье, красота, ум, благородное увлечение. Норвежский кронпринц Хокон будто сошел со страниц добрых, конечно, скандинавских сказок. В его жилах течет кровь британской королевы Виктории, а под сердцем засыпает бывшая официантка. Он любимчик мировой прессы и настоящая гордость простых норвежцев. За его плечами десяток благотворительных проектов. Он всегда по-королевски вежлив и учтив, но все же, в этом надо отдать должное, умеет быть обыкновенным человеком. Словом, будущий монарх уже успел стать в своей стране народным кумиром, сумев сохранить трон, любовь и хорошие отношения со стороны королевской семьи. Рассказываем, как ему это удалось и почему нам тоже стоит поддаться его очарованию. Женился по любви на матери-одиночке. Королевские мезальянсы давно не табу для норвежского двора. В свое время простолюдинку в жены взял нынешний король страны Харальд. Сегодня в силе их любви и крепости союза не сомневается никто. Харальд и Соня счастливы вместе вот уже полвека, и даже дни рождения празднуют в один день. В общем, норвежская королевская семья совсем не против браков по любви. Но если Соня была просто девушкой не голубых кровей, то за Мette-Марит, избранницей кронпринца, следовал целый багаж отягчающих обстоятельств. Мало того, что девушка уже состояла в добрачных отношениях, от которых у нее остался сын, так вскоре королевский двор узнал, что в молодости она с бывшим сожителем пробовала легкие наркотики. Такую кандидатуру на роль будущей королевы не могли одобрить даже демократичные Харальд и Соня. Однако тут Хокон, как ранее его отец, стукнул кулаком по столу и пригрозил, что если он не возьмет в жены Мette-Марит, то не женится вовсе. Смелость и настойчивость принца победили, и в 2001 году пара обвенчалась. В королевский дворец, к слову, приняли даже сына новой кронпринцессы, Мариуса Борга, однако после того, как мальчику исполнилось 20, он перестал быть официальным членом королевской семьи. Так как Мариус не является биологическим сыном кронпринца, никаких прав ни престол он не имеет. Следующей наследницей короны после отца становится дочь Хокона и Мette-Марит, принцесса Ингрид Александра. Любит пошутить и прививает чувство юмора детям. Уже факт женитьбы кронпринца на Мette-Марит показал, что все правила королевского протокола Хокон предпочитает делить на 2. И, помимо прочего, кронпринц полюбился простым норвежцам за свою феноменальную способность быстро и безболезненно снижать градус пафоса официальных мероприятий. К примеру, во время общего приветствия с балкона королевского дворца на празднование юбилея родителей, пока все стояли по стойке смирно, принц Хокон исполнил забавный танец.
Когда примеру кронпринца последовали его супруга и дети, Харальд и Соня лишь удостоили семью сына благосклонной улыбкой, им-то танцевать уж точно не пристало. Весь в отца, к слову, пошел и младший сын Хокона Свери. На том же балконе в тот же день юный принц подхватил шутливый настрой папы и принялся строить рожицы и подтанцовывать. Он даже продемонстрировал подданным сверхпопулярное танцевальное движение даб. И еще пример того, как важно иногда быть несерьезным. Во время торжественного банкета Хокон отличился еще раз. В перерыве между сменой блюд кронпринц ненадолго удалился, а вернулся вместо него совсем другой человек. Кронпринц сел за стол без своей знаменитой бороды, с которой он не расстается с молодости. Это не шутка, он не сбривал ее последние 10 лет. На вопрос окружающих, куда же подевалась растительность на лице, Хокон с серьезным видом пожал плечами и ответил: «Розыгрыш, Господа». Признаем, он вышел странным, но все же забавным. Хотя что мы знаем о скандинавском юморе? Спортивный интерес к спорту у Хокона наследственный. Его отец Харальд и дедушка Олаф в свое время входили в олимпийскую сборную страны. Сам кронпринц также имеет отношение к Олимпиаде. В 1994 году он был факелоносцем и зажигал олимпийский огонь на играх в Лиллехаммере. Потом кронпринц вошел во вкус и сейчас регулярно открывает местные соревнования, а частенько и участвует в них. Спортивные предпочтения Хокона обширны, он обожает плавание, яхтинг, виндсерфинг, хорошо катается на лыжах и любит керлинг. Помимо этого, Хокон регулярно собирает всю семью на товарищеские матчи по футболу, а также увлекается традиционным для Норвегии видом досуга – рыбалкой. Вот уже несколько лет подряд Хокон регулярно входит в списки самых спортивных принцев нашего времени. Спорить с этим трудно, достаточно взглянуть на прекрасную атлетическую фигуру кронпринца. Медийный не мелькаешь в СМИ, не существуешь — это правило современных знаменитостей кронпринц усвоил очень давно, и с тех пор регулярно радует своих подданных все новыми и новыми появлениями в масс-медиа. С собой на экраны он берет и семью. О жизни Хокона, Меттемарет, Мариуса, Ингрид и Свири снят десяток документальных фильмов. Кронпринц с удовольствием разрешает фиксировать на пленку, как он поет вместе с дочкой под гитару, а как-то в канун Рождества и вовсе взял Ингрид на местное телешоу. Восьмилетняя наследница престола читала стихи, распаковывала подарки и трогательно обнимала папу, в режиме реального времени повышая рейтинги норвежской монархии. Главный герой норвежских журналистов. В 2011 году Хокон даже запел. Совместно с популярной в стране группой Кадзин Ямир он записал рождественский сингл для их нового альбома. Успех был оглушительный. Подкрепило его то,
что все полученное от продаж диска средства Хокон пожертвовал в благотворительных целях. Проявляет себя как талантливый государь наконец, сегодня ни у кого в Норвегии, да и в мире, пожалуй, нет никаких сомнений в том, что в будущем Хокон станет отличным королем. Уже сейчас кронпринц периодически выступает в роли регента, когда король Харальд плохо себя чувствует, и регулярно участвует в заседаниях Государственного совета. Осваивает кронпринц и дипломатическую арену. К примеру, в 2003 году он выступил послом доброй воли программы развития ООН, а сейчас служит в Министерстве иностранных дел Норвегии. Преуспел Хокон и в укреплении культурных и деловых связей в частности, между Норвегией и Россией. Кронпринц нередко совершает рабочие поездки в Санкт-Петербург, один из красивейших городов мира, по его мнению, где встречается с русскими студентами, предпринимателями и общественными деятелями. Фото: Get Images, East News, Shooters. Legionmedia.ru